Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как можно проверить автомобильный стартер, рабочий он или нет. Допустим, вы купили БУ стартер для того, чтобы его установить на свой автомобиль, но прежде чем его покупать, лучше всего его проверить, рабочий он или нет. Или вы на своем автомобиле повернули ключ в замке зажигания, а стартер не крутит. После того вы выяснили, что в проводке предохранителя и в замке зажигания проблемы нету, аккумуляторная батарея, не разрядившись, заряжена, то, скорее всего, проблема таится именно в самом стартере. Тогда можно проверить стартер именно вот таким принципом за 5 минут. Для того, чтобы проверить стартер, нам нужна отвертка, 2 силовых провода, я буду использовать прикурки и аккумуляторная батарея 12 вольт. Значит, один провод подключаю к минусовой клемме аккумулятора и второй провод подключаю к плюсовой клемме аккумулятора. Теперь берем с аккумулятора минусовой силовой провод, кабель подключаем на корпус стартера. Второй берем плюсовой силовой провод и удерживаем его в руке. Мы при помощи его будем подавать питание на стартер. Теперь в первую очередь проверим, с какой силой выбрасывает бензикс через свой механизм втягивающее реле. Я буду пальцем придерживать бензикс, чтобы почувствовать, с каким усилием выбрасывается бензикс. А второй рукой при помощи силового провода с аккумулятора плюса буду подавать питание на втягивающее реле. Если у вас стартер вот такого типа, то тогда можно отверткой вот так удерживать бензикс. Смотрим. Видим, бензикс, втягивающее реле через свой механизм, выбрасывает прекрасно, и усилие достаточно чувствуется, что есть. Значит, сам механизм, через который выбрасывается бензикс, в порядке, не сломан. Теперь будем проверять, рабочий ли электродвигатель на данном стартере. Теперь берем провод, который идет с аккумулятора клеммы плюс, и подаем питание на силовой контакт стартера, вот этот, к которому подключается провод, и подается питание именно на электродвигатель стартера. Это дело делаем осторожно и внимательно, чтобы не замкнуть плюсом на корпус стартера. Как видим, электродвигатель работает, все в порядке, бензикс крутится, шестеренка, все работает. Следующая у нас будет проверка, это совместная и втягивающее реле, и механизм, который выбрасывает при помощи втягивающего реле бензикс, и сам электродвигатель стартера. Теперь берем силовой провод с аккумулятора клеммы плюс и подключаем вот на этот силовой контакт, на общий. Теперь, если мы при помощи отвертки подадим питание с силового контакта общего на контакт втягивающее реле, должно произойти такое. Сработает втягивающее реле, выбросит через механизм бензикс, замкнет внутри свой контакт и передаст питание через вот этот провод на электродвигатель стартера. И в таком случае на автомобиле должен начаться проворот двигателя коленвала и произойти запуск двигателя. Берем отвертку и передаем контакт с силового контакта на контакт втягивающего реле. А мы видим, что срабатывает втягивающее реле, бензикс выбрасывается, но электродвигатель стартера не срабатывает. Как видим, стартер получается неисправный. А причина здесь стоится именно в этом контакте внутреннем, который находится во втягивающем реле, который должен был передать питание через свой контакт общий на электродвигатель стартера. Но, как видим, этого не произошло,
Получается, этому втягивающему реле уже капец. А теперь покажу на другом стартере, как должно быть. Вот у меня другой стартер. Мы подадим питание с общего силового контакта на этот контакт. Должно сработать втягивающее реле, выбросить бензикс и подать питание на электродвигатель стартера. И он тоже должен работать. Электродвигатель. Крутится якорь. Смотрим. Как видим, данный электростартер вполне рабочий. В данном видео я показал, как можно проверить электродвигатель стартера, механизм, который выбрасывает бендикс, втягивающее реле и сам контакт во втягивающем реле, который передает питание на электродвигатель стартера. И плюс все три функции в один момент. По той же самой схеме, как стартер работает на автомобиле при запуске двигателя. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.